В немецкую армию старались не брать женщин, но дамы служили Гитлеру. Представляется, что их было не так много. Немцы такую информацию никогда не желали раскрывать. По некоторым косвенным признакам можно предположить, что дам в армии было очень мало. Но повторюсь, точные данные сложно получить. Еще сложнее узнать, сколько у Гитлера было женщин Хиви. Кстати, о слове. Хиви – это, если расшифровывать, Хильфсвильга – человек, выразивший желание помочь. В общем, доброволец. Хиви набирали на завоеванных территориях. Это очень интересная информация, если знать подоплеку. Дело в том, что Гитлер в свое время издал указ не брать в вермахт лиц славянской наружности. Но в Хиве записывали украинок, белорусок и русских тоже. А все потому, что немцы очень сильно нуждались в помощи местного населения. Какие задачи выполняли Хиви? Самые разные. От противостояния партизанам до разведки и диверсий. Гитлеровцам очень досаждали партизаны. Сами солдаты вермахта эту проблему решать не то чтобы не хотели, у них это слабо получалось. Незнакомая местность, чужие люди, было трудно. И диверсии местным было совершать легче, а точнее оборудовать схроны с оружием и прочими припасами. Вот этим и занимались женщины Хиви. Внешность. Хиви носили либо советскую форму без знаков различия и всего остального, либо немецкую форму. На руках каждой дамы красовалась повязка Deutsche Wehrmacht на немецком. Это означало немецкая армия. На голову Хиви-диверсанты надевали черные повязки. Интересный выбор. Черный, строгий и траурный цвет. Видимо, дамы показывали таким образом, что настроены они решительно. Кто поступал в диверсанты? У историков на этот счет больше предположений, чем фактов. Вероятно, что в числе диверсантов были немецкие девушки и женщины, но их, скорее всего, было очень мало. Костяк подобных подразделений состоял из девушек с восточных территорий. Они хорошо ориентировались на местности, могли общаться с жителями завоеванных территорий на одном языке без акцента. В общем, у них было много плюсов. В диверсанты вербовали тех, кто хотел служить преступнику Гитлеру. Например, женщин, недовольных советским строем, так и тех, кто был полезен, но не очень хотел помогать Германии. Первых, естественно, было больше, а вторых пришлось уговаривать, подкупать. Всем хочется сытно есть, никто не хочет ставить под угрозу жизнь своих родственников. Как долго действовали Хиви? Большая часть разбежалась, когда стало понятно, что Гитлер проигрывает СССР, что война идет к своему завершению. Но не везде так было. Известно, что к концу войны было завербовано около 300 женщин с Востока, которые выполняли диверсии на территории Германии. Они осуществляли взрывные операции, подготавливали тайники, схроны, осуществляли координационную деятельность, то есть наводили немцев на подразделения Красной Армии, предупреждали о наступлениях русских. Были идейные диверсантки, которые сражались с советскими солдатами до конца войны. Это были люди, которые не смогли смириться с существованием советской власти. Об их проблеме я много раз рассказывала в других видео. Они думали, что воюют против Сталина, а выступали против всего нашего народа. Если бы эта война была исключительно против коммунистов, но нет. Гитлер также захватил французов, поляков и других. Адольф не смотрел, какой режим установлен в той или иной стране. Ему нужна была территория. Он хотел ресурсы и безграничную власть. Вервольф. Существовало такое секретное подразделение у немцев. Интересно, что оно прекратило свою деятельность только в 1946 году. В Вервольфе тоже служили диверсантки. Известно, что именно они организовали взрыв в здании берлинской администрации. Тогда погибло 15 человек, или даже больше. Так что можно сделать вывод, что немецкие диверсантки были реальной силой. К сожалению, они сражались за преступный режим Гитлера. Нужно вспомнить еще и власовцев, которых было около 200 тысяч человек. Они тоже полагали, что воюют с коммунистами, и тоже помогали Гитлеру. А зря. Странно, что многих подчиненных генерала Власова ждали довольно скромные сроки, по 6 лет. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.